30. Скотт был младшим сыном Линды и Стивена. У него был старший брат и сестра. Поскольку Скотт родился аутистом, он не мог делать многие вещи в отличие от его брата и сестры. Линда отдала Скотта на домашнее обучение из-за его проблем с психикой. 16-летний мальчик во многом полагался на маму, и поэтому она была единственным человеком, которому он доверял свои мысли об убийстве людей. Это обеспокоило Линду, и она сказала ему, чтобы он не делился этими мрачными мыслями ни с кем другим, даже со своим психотерапевтом. Она боялась, что власти заберут у нее Скотта и отправят его в больницу. Она и не подозревала, что ее решение будет иметь смертельные последствия и закончиться разрушительной трагедией. Шли месяцы, а Скотт продолжал сдерживать свои чувства. Поскольку брат и сестра учились в колледже, он часто оставался наедине со своими мыслями. И вот однажды Скотт наткнулся на винтовку, которую его отец прятал в своем шкафу. После этого открытия у парня начались фантазии об убийстве своих родных. Он смотрел на Линду и задавался вопросом, каково это – убить свою мать. Эти зловещие намерения становились все мрачнее с каждым днем, и Скотт планировал убийство всех своих родных, прежде чем кто-либо это понял. Однако Скотт знал, что ему придется подождать до рождественских каникул, чтобы брат и сестра вернулись домой после окончания семестра. Тогда вся семья была бы собрана под одной крышей, как и хотел парень. 31 декабря 2017 года Линда провела весь день, готовясь к встрече Нового года. Она хотела сделать эту ночь особенной, потому что ей нравилось, когда ее дети снова были вместе. Их дедушка и бабушка тоже пришли на этот праздник. Семья наслаждалась пиццей и вместе наблюдала за празднованием Нового года, когда Скотт поднялся в свою комнату и украл винтовку. Затем Скотт позвал Линду, она вошла в его комнату и была смущена, увидев, что свет был погашен. Скотт притаился в темноте и подождал, пока она дотянется до выключателя, прежде чем сделать 4 выстрела. Глава семейства помчался наверх, чтобы узнать, что произошло, и также был смертельно ранен. Оставшиеся члены семьи в ужасе сбежались внизу, зная, что они вот-вот умрут. К счастью, около 12 часов ночи сосед услышал выстрелы и связался с экстренной службой. Тем временем Скотт спустился вниз, чтобы закончить начатое дело. Его сестра и бабушка были следующими в его списке жертв. Когда в живых остались только дедушка и брат, по их щекам текли слезы, они опустились на колени и умоляли парня прекратить насилие. Тем не менее, Скотт казался невозмутимым и как одержимый продолжал идти к ним. Как только они закрыли глаза и смирились со своей жестокой судьбой, полицейские выломали дверь и ворвались в дом. Скотт открыл по ним огонь, но они быстро отреагировали и схватили его. Офицеры, расследующие место преступления, были поражены, увидев повсюду разбрызганную кровь. Скотт выпустил 14 пуль, 12 из которых поразили 4 жертв. Несмотря на то, что дедушка и брат выжили, они навсегда останутся эмоционально потрясенными тем, чему они стали свидетелями. Во время допроса Скотт спокойно описал детективам, как он убил каждого члена семьи. Он добавил: «Когда все происходило, мне казалось, что я просто наблюдаю за этим, я просто продолжал стрелять, пока они не переставали двигаться». Это леденящее душу признание потрясло как полицию, так и соседей. Один из друзей, который часто посещал их дом, не мог поверить в трагические новости, потому что помнил парня, как спокойного ребенка. Хотя Скотт тогда был подростком, он был привлечен к ответственности как взрослый из-за тяжести преступления. Защита утверждала, что у Скотта был психотический эпизод в день убийств, что усложнило судебное разбирательство. Адвокат, однако, подчеркнул следующее. Это были злодеяния, совершенные кем-то, кто точно знал, что он делает. Он убил их потому, что мог, он убил их потому, что хотел этого. Скотт не проявил никаких угрызений совести, в то время как дедушка и брат давали показания. В конце концов он был приговорен к 150 годам тюремного заключения.
Судья согласился с тем, что Скотт причинил неизмеримый вред, и решил, что он не будет иметь права на условно-досрочное освобождение еще 127 лет. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого.